Авиация Германии летит под Беларусь. Новое место дислокации лишь в 150 километрах от Бреста, с чем связана активность немцев. Путин готов пойти на уступки и объявить о победе. Считанные часы до заявления Трампа. Какое послание озвучит Кремлю спецпосланник Уитков? Военное положение и мобилизация, новые изменения в Беларуси. Отчет Минобороны Республики вызвал споры. Готовится ли Минск к войне? Какое решение примет Лукашенко? Россия способна атаковать Германию с воздуха. Экстренное заявление из Бундесвера. Если Россия победит, немцам придется учить русский язык. Детали. Рецепт богатой и счастливой жизни. Госдума РФ призывает аннулировать брак россиянки, которая рассказала в соцсетях, какие колоссальные деньги может заработать семья, если отправить главу семейства воевать и умирать. Зеленский готов к сделке. Регион отделяется от России. Центральную Азию трясет, а Киркоров получает штраф из-за скандала с пенсионным фондом. Об этом и не только. Далее в выпуске. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Столкновение в Молдове. Протесты и массовая драка произошла в Кишиневе, в то время как решалась судьба главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии олигарха Илона Шора, который находится в розыске. Одни протестующие требовали освободить Гуцул, вторые – посадить. Кишиневский райсуд, как вы, вероятно, знаете, приговорил Евгению Гуцул к 7 годам лишения свободы. Напомню, на срок для Гуцул накануне отреагировали в Кремле. Там заявили о попрании норм демократии в Молдове. К тому же назвали этот приговор политически мотивированным. Санкции ЕС против России заработают уже до конца этой недели. Об этом заявили в Еврокомиссии. Это тот самый санкционный пакет, который Европа утверждала с трудом, главным образом из-за позиции Словакии. Премьер-министр Фица несколько раз блокировал это решение, опасаясь, что Братислава останется без дешевого российского газа. В конце концов, стороны договорились. В списке оказались 22 банка, 4 компании, связанные с Российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК, и не только. Главный дипломат ЕС Каллас назвала 18-й по счету санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала войны в Украине. 18-й пакет санкций вступит в силу через пару дней. Может, к концу недели, если я не ошибаюсь. Мы на передовой и полностью сосредоточены на полном выполнении всех принятых нами пакетов санкций. И, конечно, как вы очень хорошо знаете, санкции – это то, что нужно постоянно обновлять и дорабатывать, потому что санкции – это не конвенция. Нам нужно находить новые способы реализации уже принятых санкций, и это часть национального процесса. Мы продолжаем работать над будущими санкциями, чтобы, возможно, усилить давление на Россию. Российская экономика в ужасном состоянии. Такую оценку дают США. В Белом доме говорят, что уже придумали, как остановить Путина и сделать так, чтобы боевые действия в Украине прекратились. Об этом заявил и в целом рецептом поделился Трамп. Цена на энергоносители должна рухнуть, говорит он. Цена на нефть сейчас примерно $65 за баррель, но она продолжает падать. Огромное предложение энергии. И если вы заметили, ОПЕК и ОПЕК+ бурят больше. Они хотят бурить больше, потому что, думаю, хотят, чтобы я был доволен. Ведь если энергия подешевеет достаточно сильно, Путин перестанет убивать людей. Это будет неплохо, даже если умирают в основном его собственные люди, и он, и Украина. Но Путин прекратит убивать людей, если цена упадет еще на $10 за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в ужасном состоянии. О санкциях и экономике России Трамп накануне поговорил с Киевом, состоялись телефонные переговоры между Зеленским и республиканцем. Все это происходит буквально за несколько дней до того, как Трамп пообещал ввести санкции против РФ. Кроме всего, Зеленский заявил, что Украина готова к сделке со Штатами о поставке Америке украинских дронов, которыми заинтересовался Трамп. Обсуждали также наше двустороннее оборонное сотрудничество с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы детально его обсудить и заключить.
Это может быть одно из самых сильных соглашений. Путин готов объявить о победе и о том, что все цели достигнуты, если его войска полностью будут контролировать 4 украинские области, которые РФ вписала в свою конституцию, несмотря на то, что не контролирует их полностью. Об этом пишет Рейтер. Автор материала со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишут: несмотря на то, что в Кремле есть обеспокоенность из-за раздражения Трампа, останавливать армию, которая медленно, но продвигается, Путин не захочет. Решимость Путина продолжать войну обусловлена уверенностью в победе России и скептицизмом относительно того, что новые санкции США окажут значительное влияние после нескольких волн экономических ограничений за 3,5 года войны, сообщили 3 источника, знакомых с обсуждениями в Кремле. Российский лидер не хочет раздражать Трампа и понимает, что отказывается от шанса улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но его военные цели остаются приоритетными, отметили 2 источника. Другое западное издание New York Times пишет, что Путину вообще безразлично, что думает и чего хочет Трамп. К его ультиматуму в Москве отнеслись несерьезно. Враждебность, а не дружба. Вот текущая политика. Предстоящий визит в Москву американского посланника по мирным миссиям Стива Уиткоффа ничего не изменит. Трамп, возможно, разочаровался в Путине, но президенту России это безразлично. В то же время последние заявления, прозвучавшие на Валааме, где Путин провел встречу с Лукашенко, говорят о том, что Кремль готов идти на уступки и сделать так называемый подарок Трампу. Об этом пишет Bloomberg. Автор материала уточняет, что Путин рассматривает даже варианты уступок, в частности, воздушное перемирие. И только на линии фронта оружие не утихнет. Все ради невведения вторичных санкций. Кроме того, санкции могут коснуться еще и теневого флота России. Об этом также пишет западная пресса. По словам источников, знакомых ситуаций, российские официальные представители понимают, что визит американского посланника Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе предоставляет последнюю возможность для соглашения с Трампом, хотя ожидания успеха невелики. Одно из возможных предложений – приостановка авиаударов с использованием дронов и ракет в качестве жеста деэскалации, при условии, что Украина также согласится на это, отметил один из источников. Bloomberg напоминает, что в частности Лукашенко в минувшую пятницу упомянул воздушное перемирие в разговоре с Путиным, хотя сам Путин сидел рядом и никак не комментировал слов Лукашенко. Напомню при этом, что в Кремле прямо не соглашались на предложенное Трампом перемирие в воздухе, на море и на суше, а еще говорили, что у России к санкциям иммунитет, и они не пугают. Прямо же до сих пор на ультиматум Трампа никто так и не ответил. Попытки были лишь у Медведева. Друзья, а как вы считаете, какое реальное, непубличное отношение к словам Трампа? Безразличны ли для Москвы заявления из Вашингтона? И будет ли достигнуто то самое перемирие в воздухе, о котором пишет Bloomberg? Напишите свой ответ в комментариях. Если не сложно, поставьте свой лайк этому видео, а также подпишитесь на канал Время Прядко, чтобы не потеряться. Спасибо всем вам за ваши комментарии. А я продолжаю. Берлин направляет свои истребители к границам с Белоруссией. Военная авиация Германии будет находиться лишь в 150 километрах от белорусского Бреста, на аэродроме Минск-Мазовецкий в Польше. Издание Bild пишет, что это жесткий месседж Путину. Берлин решается на такие действия за месяц до начала российско-белорусских учений «Запад-2025». Именно поэтому НАТО делает ставку на сдерживание и демонстрацию своей боеготовности. На военный аэродром Минск-Мазовецкий под Варшавой 4 августа прибыли 5 немецких истребителей Еврофайтер 31-й тактической эскадрильи. С ними служить на базе будут 150 солдат и офицеров Бундесвера, пилоты, подразделения связи и полк охраны объектов ВВС «Фрисланд». При этом Россия может атаковать Германию ударными дронами. Такого сценария не исключают в Бундесвере. Там вспомнили украинскую операцию «Паутина» и удары по объектам в Сибири. А поэтому считать, что РФ не способна на подобное в той же Германии, не могут. Командующий новосозданной дивизией территориальной обороны ФРГ при этом заявил, что на данный момент прямой угрозы со стороны России не видят, но обеспокоены тем, что она может возникнуть. И если это произойдет, то немцы должны быть вооружены и готовы. Если же Россия победит, то придется заговорить на русском, заявляет генерал Бундесвера. Война затронет всех. Как верно сказала Мария Агнес Штрак-Циммерман, если мы не обеспечим достаточное сдерживание, чтобы остановить Путина, то нам придется начинать учить русский уже сейчас. Никто не должен думать, что в случае победы России мы сможем жить здесь, на Западе, как раньше. Рекомендую посмотреть на Россию или спросить у поляков или тех, кто жил в ГДР, что такое свобода под российской властью. В
то же время Беларусь готовится к войне, пишет издание «Милитарный» со ссылкой на Минобороны Республики. В ведомстве Хренина заявили о планах внести изменения в закон о военном положении. В законопроекте, который поступил в Палату представителей, предусмотрены новые основания для его введения. Среди прочего, агрессия по отношению к союзному государству, которым является Россия. А введение военного положения тянет за собой и мобилизацию белорусов. Приведение в соответствие с военной доктриной перечня военных угроз, являющихся основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь. Отнесение акта вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства, коалиции государств, совершенного против союзного государства, к нападению, являющемуся основанием для введения военного положения на территории Республики Беларусь. Друзья, как считаете, дойдет ли до такого сценария? Например, Украина продолжает бить по стратегическим объектам России. Беларусь считает это агрессией против союзного государства и вводит военное положение. Именно такие варианты сейчас активно обсуждаются в сети. Готовы ли белорусы к такому сценарию и мобилизации общества? Напишите свои ответы под этим видео. Вильнюс требует прикрыть небо. Литовские министры обороны и глава МИД экстренно обратились к генсеку НАТО Рютте. Все из-за беспилотников, которые залетали в страну. Вильнюс призвал Альянс усилить противовоздушную оборону страны. Эти повторяющиеся случаи являются тревожным сигналом распространения агрессии России против Украины на территорию НАТО. Мы не можем идти на компромисс в вопросах безопасности нашей страны и граждан, а также целостности воздушного пространства НАТО. Мы должны сохранять бдительность, поскольку угроза реальна и нарастает. Тем временем в прокуратуре Литвы заявили, что дрон, прилетевший неделю назад из Беларуси, не просто фанерная болванка. Специалисты обнаружили в беспилотнике взрывчатку, но это не преднамеренная атака, а случайность, уверяют в Вильнюсе. Заживем! Российские соцсети кипят из-за видео жительницы Тюмени. Девушка поделилась рецептом счастливой жизни. Надо просто отправить мужа на войну. В прямом эфире ВКонтакте россиянка с нескрываемым энтузиазмом рассказала, какие выгоды сулит ей участие мужа в боевых действиях в Украине. Оказалось, что преимуществ больше, чем минусов. Давайте послушаем. Он идет на СВО, короче, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде 5 миллионов. Ежемесячно получаю также выплату, там сколько, 200-300 тысяч, да. Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да. Детский сад, льготы, кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Мы вообще заживем, мы на моря поедем. А потом, его там убьют. Да, дом-то, я не знаю, купим, нет. В итоге видео удалила из-за хейта, а журналистам рассказала, что это видео пародия на ее завистников. Женщина говорит, что на самом деле ее муж не уходил на войну. Ролик уже посмотрели и в Госдуме, там назвали девушку самкой богомола, это была цитата, и заговорили о том, что ее брак надо аннулировать, а ее саму оштрафовать на ту сумму, о которой она мечтала в видео. Она походя, между строк, с прихрюкиванием и наслаждением думает о деньгах за похоронку, а не о подвиге, который совершает ее муж на фронте. Я принял решение обратиться в МВД и Следственный комитет, чтобы проверить эту «самку богомола» на предмет публичной дискредитации вооруженных сил. Кыргызстан трясет. Землетрясение произошло накануне вечером в столице страны Бишкеке. Подземные толчки ощущались во всех районах города. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Его эпицентр находился в районе кыргызско-узбекской границы на глубине около 10 километров. Поэтому землетрясение ощутили и жители соседнего Узбекистана. Эксперты предупреждают, это не просто случайность, а часть сейсмической активности. Повторные толчки не исключены. Дошло и до Казахстана. Слабые толчки почувствовали жители нескольких областей. А тем временем Россия теряет территории. Камчатка на фоне недавнего землетрясения отделяется от России. Южная часть полуострова сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, заявили в Геофизической службе Российской академии наук. Напомню, 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами, высота волн превышала 10 метров. В Германии скандал из-за 9,5 евро.
72-летний пенсионер из Хедесхайма пожаловался на такой маленький штраф, который получил из-за того, что подал налоговую декларацию с опозданием на 6 дней. После к нему постучалась криминальная полиция. В письме министру финансов земли Баден-Вюртемберг Даниэлю Боязу от партии «Зеленых» пенсионер обвинил налоговую службу в грабежах и приложил рисунки, которыми 72-летний пенсионер хотел проиллюстрировать рыцарей, разбойников, грабителей и бандитов с большой дороги. Ведомство посчитало это возможной угрозой и вызвало полицию. 2 оперативника проверяли, не представляет ли дедушка угрозу для демократии. Все из-за одной картинки. Позже власти признали, действия были перебором, извинились и позвонили пенсионеру лично. В то же время в России скандал из-за 9,5 тысяч рублей. Именно такую сумму пришлось по решению суда заплатить Киркорову. Его компания вовремя не заплатила взносы в пенсионный фонд. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. Напоминаю, что Киркоров ранее заявлял о желании уйти на пенсию. Однако, согласно закону, ему придется работать еще минимум 7 лет. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.